Не знаю почему, но существует такой стереотип, что корейцы не любят картофель, что в Корее никто его не ест, что его никуда не добавляют и что блюд в корейской кухне с ним нет. Так вот, это все неправда. Говорю вам как кореец. И сегодня я вам покажу целых 2 рецепта из картошки. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Сегодня мы готовим с вами 2 блюда. Первое будет салатом, а второе будет гарниром. Так уж принято в России, что картофель обычно кладется в сытные салаты типа оливье, однако он там не является главным ингредиентом. У нас же сегодня будет салат, который полностью делается из картофеля, и называется он камдича. Это блюдо не из традиционной корейской кухни, это блюдо из кухни Корё Сарам, то есть из кухни этнических корейцев, проживающих на территории постсоветского пространства. Но этот салат очень классный. Все, кто бывает у меня в гостях и пробует камдича, очень удивляются тому, как же это вкусно. И сразу следует вопрос, как же это приготовить? В общем, давайте приступать к готовке, но прежде чем мы начнем, не забудьте после просмотра этого видео подписаться на канал, а также нажать в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. На экране, как обычно, представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и смело идти в магазин. Этот список есть и в описании под роликом. Там же для вас я оставил ссылочку на мой телеграм-канал и инстаграм. Итак, сначала нам надо поставить греться воду. И пока ждем, когда она закипит, займемся картофелем. Его необходимо очистить от кожуры. И далее нам надо его либо нарезать тонкой соломкой, либо натереть на такой вот терке. Обычно ее используют для моркови по-корейски. Натираем картофель сразу в емкость с водой, чтобы он не потемнел, и чтобы из него сразу выходил лишний крахмал. С теркой будьте аккуратны, берегите руки. Очень легко и неприятно можно натереть в салат свои пальцы. Вот такая красивая соломка у нас получилась. Теперь нам надо картошку промыть несколько раз, чтобы убрать лишний крахмал. Промываем 3 раза под холодной водой, используя дуршлаг. Тем временем вода закипела. Самое время закинуть в него нашу картофельную соломку. Аккуратно кладем картофель в кипящую воду и засекаем ровно 2 минуты. Очень важно не передержать, иначе картошка разварится и получится каша. Итак, 2 минуты прошло. Вода даже не успела повторно закипеть. Однако мы все равно сливаем ее и сразу промываем картошку под холодной водой, чтобы остановить процесс варки. У нас таким образом получится не до конца сваренный картофель, который будет похрустывать во время еды. Теперь нарезаем оставшиеся ингредиенты и будем заправлять салат. Начинаем с репчатого лука. Нам в этот раз понадобится на такой объем половина луковицы. Нарезаем его тонко на полукольца. Далее измельчаем чеснок. Тут, как обычно, измельчаем ножом, либо чеснокодавкой. Теперь делаем зажарку. В сковороду льем примерно 4 или 5 столовых ложек растительного масла. И как только сковорода разогреется, выкладываем жариться репчатый лук. Жарим его недолго, примерно минуту, до слегка золотистого цвета. Очень важно, чтобы он не подгорел, чтобы потом не испортить цвет салата. Далее кладем измельченный чеснок, жарим буквально 30 секунд. Выключаем плиту и пока сковорода горячая, добавляем чайную ложку красного перца. Быстро перемешиваем. Зажарка готова. Друзья, обычно этот салат готовят не острым, и вместо красного перца добавляют паприку. Но паприки у меня нет, да и сам я люблю больше острую версию, поэтому и добавил красный перец. Вы тоже можете выбирать между острым и неострым вариантом. Теперь заправляем салат. В глубокую миску кладем картофель. Теперь добавляем к нему чайную ложку молотого кориандра. Далее половину чайной ложки черного молотого перца. 2 чайные ложки сахара. Чайную ложку соли, 1 столовую ложку соевого соуса, 2 столовые ложки 6% рисового уксуса, ну и зажарку из лука, чеснока и перца.
Теперь аккуратно перемешиваем все. Постарайтесь не поломать соломку. Можете аккуратно сделать это руками. Накрываем крышкой или пищевой пленкой и убираем в холодильник на пару часов. После этого можете подавать на стол в качестве закуски к основному блюду. Приятного вам аппетита! Друзья, это очень классный салат, я его очень люблю, уверен и вам он тоже очень понравится. Вы, кстати, если не хотите, то можете не добавлять уксус. Я просто люблю, когда есть небольшая кислинка. Ну, либо если у вас нет 6% рисового уксуса, то можете добавить половину чайной ложки 70% уксусной эссенции. Но не больше, будьте с ней аккуратны, иначе просто испортите блюдо. Соевого соуса много не лейте, иначе цвет испортите. В этом рецепте не просто так используется соль. Можете, кстати, если хотите, добавить 1 чайную ложку кунжутного масла для аромата и орехового привкуса. В общем, обязательно пробуйте, а мы переходим к рецепту гарнира. Ингредиентов стало чуточку больше. В этом рецепте мы будем использовать мелкий молодой картофель. Список есть в описании под роликом, либо можете сделать скриншот перед походом в магазин. Итак, начнем сразу с картошки. Ее нам надо хорошо промыть. Варить мы ее будем в мундире. Кладем картофель в глубокую кастрюлю, заливаем водой и включаем плиту. Как только вода закипит, засекаем время. Варить будем 20 минут. Пока картошка варится, нарежем остальные ингредиенты. Начинаем с красного стручкового перца чили. Его нарезаем поперек на небольшие продолговатые овальчики. Далее чеснок. Его, как обычно, просто измельчаем. Сразу же измельчаем имбирь. Его нам понадобится немного, буквально на половину чайной ложки. Перец, чеснок и имбирь кладем в одну тарелочку. Добавлять мы их потом будем одновременно. Зеленый лук просто мелко шинкуем. Итак, прошло 20 минут. Картофель сварился. Это можно проверить, потыкав его ножом, либо палочкой. Но обычно 20 минут достаточно. Выключаем плиту и промываем картошку под холодной водой. Таким образом останавливаем процесс варки и не даем тем самым кожуре слезть с картофеля. Теперь берем сковороду, добавляем примерно 3 столовые ложки растительного масла и выкладываем жариться картошку. Сразу хорошо мешайте, нам сильно и долго жарить ее не нужно. Жарим так буквально минуту. Теперь добавляем соевый соус. Сразу хорошо перемешайте и следом добавьте мед. Снова хорошо перемешиваем и жарим так минуту, постоянно мешая. И добавляем чеснок, имбирь и красный стручковый перец. Жарим так полминуты, постоянно мешая. Постарайтесь не передержать, чтобы чеснок и имбирь не подгорели. И добавьте зеленый лук. Хорошо перемешиваем и выключаем плиту. Картофель готов. Подаем его на стол в качестве гарнира к мясным блюдам. Приятного аппетита!
Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт, уверен, вам понравится это блюдо. Если хотите, то можете добавить растительного масла чуть меньше, но при этом можете добавить примерно 20 граммов сливочного. Так получится еще вкуснее. Но полностью растительное масло не убирайте, иначе сливочный начнет гореть и дымиться. Впоследствии вы, кстати, сможете варьировать количество соевого соуса по вкусу. Ну а вместо меда можете использовать сахар либо кукурузный сироп. Друзья, я надеюсь, вам понравились эти рецепты. Если да, то не забудьте поставить этому видео лайк, ну а также не забудьте подписаться на канал. Вас уже целых 80 тысяч, и мы уже очень близки к первой сотне. Также не забудьте нажать в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну и конечно же жду вас в комментариях. Ну а с вами как обычно был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, обязательно гляньте другие мои видео, ну и всем пока.